Всем привет! Ну вот и пришла осень, и я начинаю снимать свою первую осеннюю рукодельную неделю. И начинается она у меня с дизайна от Риолис в лучах заката, с моих так называемых лошадок. Я в прошлую субботу обещала вам рассказать, почему я так уверена, что теперь мои крупные, большие, давно начатые, ну кто-то давно, кто-то не очень давно начатые работы будут продвигаться. Дело в том, что мы в нашем местном вышивальном чате, у нас есть игра, в которой я тоже решила теперь принимать участие. И по определенным правилам этой игры, я не буду вдаваться в подробности, девочки дают мне задания. Не только мне, но вот мне в том числе. Каждое задание это 200 крестиков на какой-либо работе, но я заявила только 5 работ для этой игры. Это как раз мои самые большие работы, вот лошадки, лесной сэмплер от Анкор и гобелен. И плюс еще 2 работы, которые, игрушки от Dimensions, которые мне вообще очень плохо двигаются, и Нова Слобода романтика, бабочки, просто до них все время не доходят руки, поэтому решила тоже заявить эту работу вот для этой игры. Я начала играть уже в августе и заметила, что да, действительно мои работы продвигаются. Там гобелен уже продвинулся, и сэмплер тоже чуть-чуть, и игрушку от Dimensions немножечко повышивала. И вот сейчас приступила к лошадкам от Риолис. Поэтому, мне так, в принципе, вроде бы пока все нравится, поэтому я планирую продолжать это участие в игре и надеюсь, что мои работы таким образом будут продвигаться. Также сразу скажу, что игру со зрителями я тоже оставлю, но немножечко в другом формате. В конце этого видео я покажу вам коллаж из работ, которые вы можете выбирать для продвижения. То есть это будет не так много работ, как было ранее, и это будут именно начатые работы. То есть со стартами мы пока завязываем. Дело в том, что я не хочу слишком уж много, чтобы у меня было начатых работ. Я решила, что мне комфортнее все-таки, когда мои начатые работы остаются в неких таких пределах, максимум до 10 работ, лучше меньше. Поэтому мне не хотелось бы вот так неконтролируемо начинать. А когда вы можете выбирать старты, то, соответственно, если выпадает старт, я начинаю работу, иногда их получается слишком много. Вот таким образом, вроде бы я все рассказала. Да, выбирать я буду только одну работу в неделю. Вот еще такой момент. Вроде бы все вводные данные рассказала, надеюсь, не очень утомила. И мы переходим к лошадкам. Я начала их вышивать вчера, я их уже повышивала, сделала здесь примерно 500 крестиков, чуть меньше за вчера. У меня не очень вышивальный день. И хочу продолжить сегодня. У меня на этой работе уже, девчонок, 4 задания по 200 крестиков, то есть вот 800 крестиков мне нужно вышить обязательно, но я думаю, что я вышью, может быть, чуть больше. В общем-то, вышивается легко и с удовольствием, поэтому можно немножечко и выйти за пределы заданий. Но как минимум еще где-то на 400 крестиков я эту работу продвину, но я, как уже сказала, думаю, что продвину побольше. Сейчас вообще так, напомню про лошадок, у меня вышито 28% в этом сюжете, но вышивать мне еще очень-очень много, потому что работа здесь 40 на 60, и, соответственно, объем очень большой, мне еще вышивать здесь больше, чем 50 тысяч крестиков. Так что здесь мне еще шить и шить, но я надеюсь, что теперь работа все-таки будет продвигаться повеселее, почаще, побыстрее, потому что за лето, конечно, все было очень грустно, всего на 1000 крестиков, даже, по-моему, чуть меньше она продвинулась. Поэтому будут лошадки. Я еще решила, что вот в начале недели я буду вам говорить, чем я буду заниматься в ближайшие дни. То есть включений в течение недели буду делать поменьше, просто заранее немножечко вам что-то буду рассказывать. Разумеется, включения будут, потому что будут выбираться задания из комментариев. В общем, их будет немножечко меньше. И, соответственно, в этом видео, конечно же, заданий из комментариев не будет, потому что их пока еще и не было. Так что вот рассказываю о том, чем буду заниматься сейчас в ближайшие дни. Итак, повышиваю лошадок. Дальше.
Также хочу выполнить задание на этой работе. На этой работе у меня на данный момент там 2 задания, то есть мне нужно сделать 400 крестиков. И если вот на лошадках я не боюсь, скажем так, накапливать немножечко задания, потому что там вышивается все достаточно быстро, то здесь лучше не накапливать. Лучше вот сделать 400 крестиков и замечательно, потому что вышивается работа не очень быстро, и я от нее все-таки немножечко устаю. И вот я поняла, что такими вот небольшими заданиями тоже, в общем-то, для меня вот такие сложные какие-то моменты продвигать комфортнее, чем когда я понимаю, что мне нужно вышить как-то там много. Вот. А так 400 крестиков вроде сделать несложно. Вот здесь я уже задание выполняла, тоже, по-моему, 400 крестиков как раз делала. Ну, наверное, чуть больше вышила. Но вот здесь вот поковырялась, зелень повышивала. Вот эти вот желуди, да, вроде как мы определились, что это желуди, их повышивала тоже. Ну вот мне нужно прям преодолеть этот участок, он оказался весьма сложным. Надеюсь, что здесь не все так сложно все-таки в этой работе, но вот какие-то такие моменты бывают. Так что вот на этой работе тоже сделаю 400 крестиков и вряд ли, наверное, больше. То есть здесь вот просто выполню задание. А дальше я хочу взять сюжет от «Золотых ручек», «Рассвет». Здесь эта работа у меня нигде не участвует, я просто хочу ее дошить. На данный момент у меня вышито 50%. И работа выглядит вот таким образом. Мне очень нравится, как она выглядит. Она очень красивая, хорошо идет, хорошо продвигается. И мне здесь осталось вышить 3442 крестика. Было бы здорово, если бы я смогла ее дошить. Потому что, как я уже сказала, мне не хочется слишком много процессов разводить, а на этой неделе я все-таки хочу сделать старт. Поэтому, конечно, было бы идеально, если бы я сначала дошила «Рассвет», а потом уже начала новую работу. Ну, посмотрим, в общем-то. Здесь вот, ну, там, смотрите, какая красота получается. Интересные разработки, много здесь всяких деталей. Я пока еще не делала бэкстич, как-то вот так увлеклась, в общем-то, всякими крестиками, полукрестиками, до бэка не добралась. Но смотрите, какая красотища получается, просто супер. Вот. Осталось мне вот здесь вот центральную часть вышить, немножечко вверху, одуванчик и бэкстич. Бэкстич, которого здесь будет много всякого разного. Ну вот, да, картинка. В принципе, у меня вот здесь вот просто круг, вот этот желтый, он вышивается одним цветом. Там, по-моему, крестиков 400 или даже больше вышивается просто одним цветом. Так что вот эта часть, конечно, будет быстро вышиваться, ну а все остальное уже не так быстро. Ну вот я надеюсь, что мне удастся на этой неделе эту работу закончить. По крайней мере, очень сильно хотелось бы. И какую же работу я хочу начать, возможно, вы уже догадались. Начать я хочу дизайн от группы Перунов Цвет. Это схемка «Будь собой». Вы сейчас видите картинку, что должно у меня получиться. Я очень сильно планировала, была уверена, что я вышью эту работу летом, но я даже не начала. В общем-то, об этом я рассказывала вам в итогах летних, поэтому повторяться не буду. И именно по этой причине первым стартом осени будет именно этот сюжет. Мне он очень нравится, он очень такой интересный, приятный. И вышивать я его буду на флобе 32 каунта. Такой вот у нас замечательный оттенок. Мне нравится вышивать на флобе. Вообще, как бы, эта основа нравится. Она довольно-таки такая плотная по переплетениям, при этом мягонькая. И цвет у нее очень такой приятный, натуральный. Ну, мне кажется, очень здорово, в общем-то, как-то на ней вышивать мне. Так, ниточки у нас вот такие вот. Давайте, наверное, даже достану, покажу вам, какие же тут цвета у нас используются. Здесь большая часть это нитки DMC, но есть и Анкор. Вот такие вот ниточки Анкор я покупала специально для этого дизайна. Так, 5 у нас, ну, видимо, 5 у нас цветов от Анкор. И такие вот прекрасные цвета DMC. Мне очень, вот прям очень нравится цветовая гамма.
Так, здесь, надеюсь, мне хватит этой ниточки. Что-то я не помню, сколько этим цветом вышивается. Но надеюсь, что все будет хорошо. Смотрите, какая цветовая гамма, какая палитра. Она очень приятная глазу, то есть она вроде бы и не бледная, достаточно яркая, я бы даже сказала, но при этом цвета, можно сказать, что и сдержанные одновременно. И мне кажется, будет очень здорово. Так, еще не все достала. Вот такая красота. И еще у меня тут отдельно у меня еще лежат какие-то ниточки. Да, здесь еще два цвета Анкор. Вот такой вот припыленный розовый и такой. Вот. И еще один цвет DMC. Это вот такой же 610 цвет. Его нужно 2 моточка по ключу, поэтому это запасной. Вот такая вот красота меня ждет. Я надеюсь, что я хорошенько так стартану, смогу показать вам первые крестики. Ну, вот такие планы у меня на ближайшие дни, то есть повышивать задания в Риолисе и в Анкоре, закончить желательно золотые ручки и начать перунов цвет. В принципе, мне кажется, наверное, это на всю неделю достаточно, но если я вдруг успею это сделать как-то раньше, и мне будет что вам показать, то сделаю еще дополнительное включение. Итак, сегодня у меня пятница, и пришло время подвести итоги этой недели. Да, в середине недели включений я так и не сделала. В общем-то, хорошо, что я вам сразу показала все, что у меня запланировано на вот эти дни. И, собственно, этого плана я и придерживалась. Неделя выдалась непростая, мне было не до съемок. Поэтому я покажу вам сейчас все, что у меня вышилось. И давайте начнем с Риолис в лучах заката. Здесь я продвинулась на 1500 крестиков. Я думаю, что продвижение заметно. Сейчас вам вставлю еще картиночку, которая покажет вам, что было до. Я думаю, что так будет нагляднее. И мне кажется, прям очевидно, конечно, что вот это пространство вышивалось, заполнилось, хвостик уже так образовался, нарисовался у лошади. И вот здесь тоже, не все, конечно, заполнено, но вышивалось хорошо. Участок легкий, то есть, понятно, что вот эта часть, она в принципе легкая. Что касается вот хвоста, здесь немножечко, если так можно выразиться, посложнее в сравнении с этим, но, в общем-то, тоже ничего сложного нет. В единичных каких-то случаях я вышивала где-то вот, по-моему, здесь, дошивала ниточку. Но в основном понятно, что на небе я была сосредоточена, и сейчас у меня готово 30% в этом сюжете. И дальше я, в общем-то, тоже планирую вышивать вот эту часть, то есть вот идти сюда вверх. До самого верха не знаю, там дойду или нет, но докуда у меня получится, до туда и доберусь. И, в общем-то, эта часть так и будет продолжаться у меня легко вышиваться. Вообще процесс очень простой, очень легкий. Вышивается, я бы сказала, даже прям стремительно. По крайней мере, на вот этом участке точно. Я помню, что вот здесь внизу у меня немножечко посложнее шло. Но небо здесь, конечно, очень простое. Очень быстро, я думаю, будет и дальше вышиваться. Эту работу я взяла, потому что мне девочки давали по ней задания. Ну и, в общем-то, я даже эти задания перевыполнила. Еще по заданиям я вышивала лесной сэмплер от Анкор. Здесь я задание не перевыполнила, там у меня было всего 2 задания, и это, соответственно, 400 крестиков. Я вышила 407 крестиков. Так что, в общем-то, не перетрудилась. Я думаю, что здесь продвижение тоже будет заметно, несмотря на то, что по объему намного меньше вышито, но здесь у меня появилась зелень. Хотела что-то еще сказать, но, в общем-то, в основном у меня появилась зелень. Здесь по-прежнему вышивать сложно, медленно вышивается, но уже несколько легче, чем в самом вот этом низу. Я, в общем-то, здесь и коричневыми оттенками тоже повышивала. Вот эти желуди я тоже зашивала, но больше
все-таки зелеными оттенками вышивала. Видимо, самое сложное все-таки было в нижней части, потому что здесь немножечко побыстрее идет. И я надеюсь, что все-таки самое сложное я уже преодолела. Ну, я имею в виду самое сложное вот в этом элементе, потому что как там будет дальше, я теперь даже затрудняюсь предположить, потому что мне казалось, что, ну, например, вот здесь ничего сложного не будет, а оказалось иначе. Поэтому на дальнейшие какие-то вот эти элементы я даже не планирую ничего и стараюсь никаких ожиданий себе не придумывать по их поводу. Как будет, так будет. Вышиваем потихонечку. Такие вот небольшие продвижения, но они есть, и это меня тоже очень даже радует. Далее я говорила вам о том, что хочу закончить дизайн от золотых ручек «Рассвет». И я его закончила. Да, ударно так потрудилась над ним. Не стала снимать с пялец, потому что его так просто удобнее показывать. И смотрите, какая красота получилась. Давайте вот так вам приближу. И очень красиво. Получилось, что я здесь вышла 3442 крестика. Собственно, получается 50% работы я вот вышила за эту неделю. Красота просто невероятная. Я немного, ну, не то что неправильно сделала, ну как-то так у меня получилось просто. Я оставила весь бэкстич напоследок. То есть я вышила сначала все крестики, полукрестики, и потом я занималась бэкстичем, французскими узелками. И, конечно же, их было очень много, и я потратила много времени на вышивку бэкстича. То есть, собственно, 2 вечера я вышивала бэк плюс французские узелки. Прям вот здесь, конечно, огромное количество. Так, у меня вот здесь вот нужно... Какой-то хвостик выскочил, нужно будет его убрать. Ладно, сделаем это потом. Не убираю отсюда ежика, потому что он просто идеально вписывается в эту картинку. Так и хочется его куда-нибудь здесь разместить, да, потому что, ну, вот просто идеально. Он как будто отсюда, из этой картинки и вышел. Так что пусть пока еще здесь поживет. Давайте вам напомню, что здесь у нас серия художественная миниатюра от фирмы «Золотые ручки». Дизайн называется «Рассвет». Миниатюра-то миниатюра, но она довольно объемная, потому что вышивается на 18-м каунте. Основа он такого вот темно-красного, ну, бордового, можно сказать, цвета. 15 на 15 сантиметров этот сюжет. И по количеству крестиков, если вот в пересчете, да, по саге смотреть, где-то в районе 7000 крестиков. Артикул М021, если вдруг кому-то интересно, художник этой картины Наталья Пашкова. И что тут еще можно сказать? Даже не знаю, в общем-то, разработка просто прекрасная. 28 цветов в этом сюжете. Вообще дизайн, конечно, для любителей вот каких-то интересностей, потому что я напомню вам ключ. 28 цветов, как я вам сказала, да, но ключ здесь выглядит очень даже интересно. Постараемся уместить весь ключ. Вот так выглядит первая часть ключа. То есть здесь вы можете видеть крест. Только крест в данном случае в одну, в две, и буквально один значок вышивается в 3 нити. То есть с этой стороны это только крестик. И с другой стороны у нас ключ продолжается. И вот так вот он выглядит с этой стороны. Здесь у нас продолжается тоже еще крест. В общем-то, один столбик, уже вот тоже еще чистые цвета. Потом пошли бленды. Потом идет полукрест. Вот здесь полукрест здесь в основном вышивается в одну нить, только один цвет в 2 нити. 2 вида французских узелков. Причем, смотрите, да, тоже интересный значок, где у нас французский узелок вышивается блендом. Я вам покажу эти французские узелки. И далее у нас идет бэкстич. Бэкстич тоже вышивается чистым цветом в одну нитку по большей части, но также есть и в 2 нити, и даже тоже есть бленд.
Поэтому очень интересный ключ, очень все тут разнообразно. И давайте я вам покажу немножечко поближе. Вот смотрите, здесь у нас, например, бленд, бэкстич бленд, 2 желтых оттенка вышивается вот в этих желтых одуванчиках, такой ярко, темно-желтый, назовем его, плюс светло-желтый. И он как раз добавляет какую-то такую пушистость, неоднородность, и смотрится очень здорово. Он есть вот в этом цветочке, вот в этом маленьком. Вот здесь тоже вот этот колосочек вышивается таким блендом. И также вот здесь тоже у нас такой большой цветок с таким же блендом. Ну, про классический бэкстич я не буду вам особенно рассказывать, потому что здесь темно-зеленый, светло-зеленый, розовый тоже вот здесь используется. Много, в общем-то, его. Дальше из таких интересных моментов, вот, например, стрекоза. Крылышки у нее вышиваются сиреневым, таким темным сиреневым цветом в 2 нити, именно контур, а внутри идет бэк, или такие, скажем так, прямые стежки металликом. Я надеюсь, что вам видно, там прям вот такие, как настоящие, они получаются такие прозрачные крылышки, изумительно смотрятся, немножечко поблескивают. В глазах у стрекозы тоже идет вышивка сиреневым цветом плюс металлик, то есть тоже блестит. Еще ниточка металлика, также вот в 1 нитку, она используется вот здесь в колокольчиках. Тоже здесь есть немножечко блеск, не знаю, видно вам или нет. Ну и, конечно, основная часть это вышивается вот в этом одуванчике и вот в этих парашютиках, да, которые раздуваются от него. Есть элементы, эти вот такие моменты, которые вышивались также ниточкой металлика в 1 нить. И есть вот такие вот пушистые большие вот эти парашютики, где вышивка выполнялась бленд, белая нитка плюс металлик, и какие-то моменты отдельные вышивались только металликом. И были некоторые элементы, где вышивалось полностью блендом, вот белая нитка плюс металлик. То есть они все вот немножечко разные, ну как все, 3 как бы тут есть у нас вида этих парашютиков. Они очень здорово смотрятся, тоже они так поблескивают красиво. Я очень надеюсь, что вам что-то передается, потому что, конечно, вживую это как раз такой блеск, в общем-то, не очень сильный, но тем не менее заметный, и который придает какую-то воздушность, изящество, смотрится он здорово. Вот. Здесь вот есть тоже такие отдельные элементики маленькие, тоже эти вот парашютики с этой стороны. Вообще, мне, конечно, повезло с пяльцами, хотя я тут все равно немножечко сдвигала. Чтобы полностью вся картинка вошла вот в эти пяльцы, мне, конечно, пришлось постараться, потому что вот здесь, видите, у меня насколько близко к краю, здесь вообще практически вплотную, и снизу тоже вплотную, но получилось так, что я сначала уже вышила вот эти вот крестики, поэтому здесь даже чуть-чуть под пяльцы попали, а все остальное уже потом вышивала. И я обещала вам показать французские узелки, которые вышиваются блендом. Фокусируемся. Вот они, эти французские узелки, которые вышиваются блендом. Здесь зеленая нитка и желтая нитка. Точнее, даже зеленых у нас 2 ниточки и 1 желтая. И вот такие интересные получаются узелочки. Они как бы в основном зеленые, но там присутствует желтизна, и это тоже очень интересно смотрится. Вот этот колосочек мне тоже очень нравится. Я говорила, что здесь бэк тоже вшивается блендом вот из 2 желтых оттенков. И помимо этого здесь под ними есть еще такие оранжевые крестики, которые немножечко проглядывают и очень тоже интересно смотрятся. И вот здесь у нас французские узелки такие темно-коричневые цветом в 3 нити вышиваются, объемные, очень тоже они красивые и смотрятся, и придают объем этой картинке. Но и в целом, конечно, мне этот сюжет очень нравится. Я в целом люблю художественную миниатюру от золотых ручек, но, конечно, могу признать, что вот эти сюжеты, которые у них рассвет и закат, они просто потрясающие. Я даже не знаю, какой из них лучше. Прекрасны оба. Вот. Поэтому, конечно, я просто
Считаю их одними из лучших, наверное, в этой серии. Несмотря на то, что картинка, вот превью очень даже неплохо передает то, что должно получиться в итоге, но, как мы знаем, вот эти картиночки, они у нас маленькие, все равно там как-то что-то получается не идеально, там практически не видно блеск. Я говорю, я даже когда смотрела на это превью, я сначала не обратила внимания, что здесь есть стрекоза. Я увидела ее уже позже, когда к работе, по-моему, приступила, вам превью показывала, рассматривала, видимо, более пристально, и тогда поняла, что здесь, оказывается, стрекоза есть. Поэтому, конечно, можно ориентироваться по превью. В принципе, вроде бы и цвета очень близкие, и видны все элементы, но вживую получается намного интереснее, намного объемнее. Очень красиво, вот можно любоваться и любоваться. Я когда уже дошивала, то есть у меня работа еще была на станке, не полностью готова, но уже была близка к завершению. Мне подошел муж, посмотрел, сказал, какая красивая работа. И это тоже показатель, потому что обычно он никак не реагирует. Я, конечно, могу подойти, спросить мнение, он скажет, да, красиво. Но в основном он не особенно обращает внимание, что у меня там вышивается в данный момент. Но здесь вот сразу отметил, что красивая очень работа. И это действительно так. Что еще тут хотела сказать? Хотела по ниткам сказать. Вот такие органайзеры. С оригинальных органайзеров я вышивала. Ниточек хватило, но вот некоторых прям так вот впритык. Вот, например, у меня вот 18 цвет, одна нитка осталась, правда, длинная. То есть здесь есть короткие нитки, есть длинные. В зависимости от того, что требуется, сколько требуется здесь того или иного цвета. Вот 16 цвет, одна коротенькая ниточка осталась, 14-го пару коротеньких. Их, в общем-то, и вложено было, скорее всего, понемногу. Вот здесь я бленды крепила, так как все равно тут ячейки были, поэтому здесь я вот их оставляла. И вот здесь на этом органайзере как-то побольше немного ниток осталось. Вот 7-го цвета прям, можно сказать, осталось много. Такая вот коротенькая пасма, она практически, наверное, полная осталась. Вот. То есть, конечно, транжирить нитки не стоит, но, в общем-то, всего хватило. В 27-й ячейке был металлик, я просто его полностью вытащила. И металлик, конечно, его уходит побольше, но тоже хватило. Тоже, в общем-то, нормально. Вот у меня металлик, тут где-то одна ниточка, нет, даже две нитки. Две ниточки коротеньких у меня остались. Так что тоже с запасом. Вот. Просто потрясающе красивая работа. Я влюблена в эти дизайны. Мне кажется, вот их очень незаслуженно редко вышивают, хотя сейчас стали чаще. Когда я начинала вышивать вообще дизайны вот от золотых ручек, художественные миниатюры, именно вот эту серию, мне кажется, их вообще очень мало вышивали на тот момент. Сейчас стали почаще, и меня это радует, потому что дизайны, конечно, достойны быть вышитыми. Вот. Получается просто прекрасно. И так как я закончила одну из своих начатых работ, то я начала следующую работу. И это дизайн от Перунов цвет. Напомню вам, как он выглядит. Я говорила вам о том, что планирую его начать. И вот что у меня готово на данный момент. На данный момент у меня готово уже 2 вороны. Поселилась у меня тут еще одна ворона, которая держит иголочки. И это уже почти 20% работы. 19,5, если быть точно. 2270 крестиков я сделала в этом дизайне. И, честно говоря, я планировала, что сделаю больше, потому что вышивается очень, конечно же, легко, очень просто. Но вот последние несколько дней у меня было не так много времени на вышивку, поэтому получилось 2270. Но все равно 20% работы, то есть 5-я часть уже, в общем-то, практически готова. Здесь я вышивала большую часть, конечно же, черным цветом, это очевидно. Вышивается, повторюсь, легко. Начала я с середины, центр, он где-то вот здесь, по-моему.
находится. Ну, то есть, соответственно, вот с этой вороны я начала, вышила полностью ее, потом я вышила цветочек буквы B, и потом следующую ворону. Дальше мне захотелось добавить какого-то цвета, и я перешла вот к этому цветочку. Дальше будет вот здесь у нас уже белая ворона. Что интересно, что когда смотришь на вот именно вышивку, кажется, что, возможно, здесь используются нитки с переходами, но это не так. Здесь только чистые цвета, но они так изумительно подобраны. Я просто, опять же, кайфую от этой работы, просто удовольствие получаю огромнейшее, потому что цвета изумительные. Я с нетерпением жду, когда я дойду до вот рамочки, которая вокруг вышивается, вот именно такая там цветочная, такая вот вся зелененькая, потому что, мне кажется, там будет все очень интересно. Конечно, черным цветом вышивать быстро, но не так интересно. Узоры внутри ворон, они тоже вышиваются там различными такими серыми, коричневыми оттенками, интересно подобраны, но, в общем-то, самое для меня было захватывающее — это вышивать вот этот цветочек, который я вышивала в конце. Ну и вороны тоже прекрасно. В общем-то, ничего про них плохого сказать не могу. Замечательные вороны. Получились практически как настоящие, очень такие выразительные, да, прям видно характер этих ворон. Так вот они недовольно, с осуждением смотрят на ту белую ворону, которая появится у нас. Интересно, в общем, очень-очень интересно. Я планирую продолжать вышивать эту работу, конечно же. Мне хочется увидеть продолжение, хочется увидеть продвижение, поэтому эта работа будет дальше вышиваться обязательно. Так, ну это все, что я навышивала за эту неделю. Я очень довольна, хоть и я хотела продвинуть вот этот сюжет более значительно, но тем не менее все равно я очень и очень довольна. Здесь у меня еще вот такая вот счетная иголочка красивая тоже живет, мне кажется, очень в тему, очень подходит. Просто тут ей подколола немножко ткань, которая мне мешала вышивать с краю. Ну, такая вот тоже прям красота. И что касается игры, нашей с вами игры. Я вам говорила в начале видео, что теперь задания мне дают девочки в нашем местном вышивальном чате. Но там они дают небольшие задания по 200 крестиков. Из ваших комментариев я буду выбирать один сюжет, который буду продвигать на 1000 крестиков. Ну, да, буду стремиться, по крайней мере, продвигать на 1000 крестиков. Это будет одно задание. И я говорила о том, что сейчас будет выбор у вас меньше, он будет значительно меньше, потому что я не хочу, чтобы у меня плодились начатые процессы. То есть я хочу взять под контроль начинание, да, старты, и поэтому вы можете выбирать из начатых работ. На данный момент у меня 8 начатых работ, но я все-таки приняла решение, в планах я говорила об этом, что яйца от The Prayers Cooler я пока вышивать не буду. Пока я все-таки решила их отложить. И поэтому вы можете голосовать за 7 работ. То есть это 7 моих начатых работ. Я вам сейчас вставляю коллажик, на котором вы можете видеть эти 7 работ. Это в лучах заката от Риолис, гобелен Шале от Лукас, лесной сэмплер от фирмы Анкор, игрушки от Dimensions, Нова Слобода Романтика, маяк от Анны Нольфиной и Перунов цвет «Будь собой». Вот эти 7 сюжетов, за которые вы можете голосовать. Жду ваши комментарии с желанным процессом, а также мне будет приятно, если вы напишите, как вам сегодняшнее видео, что вы думаете по поводу моего нового старта, либо по поводу моего финиша от золотых ручек. Очень жду ваши комментарии. Увидимся с вами в следующих видео. Всего вам доброго. Пока-пока.